Сегодня VPN– это очень актуальная тема. Бесплатные решения работают часто медленно и не совсем безопасно. Платные решения, тут надо еще подумать, на что потратить свои деньги. А что если сделать свой VPN? Сложно, не каждый справится. Для этого есть Outline. Начнем с того, что Outline– полностью открытый проект. Это значит, что любой программист может посмотреть код и убедиться в его безопасности. Он, конечно, представлен на GitHub. Outline– это бесплатная программа для создания собственного VPN-сервера от компании Jigsaw. Jigsaw– это подразделение Google, которое занимается технологиями для свободы интернета. Давайте разберем, чем Outline отличается от обычных VPN-сервисов. Когда вы используете популярный VPN, ваш трафик проходит через серверы провайдеров вместе с трафиком тысяч других пользователей. Компания видит все ваши данные и может их логировать. С Outline все по-другому. Вы создаете свой личный сервер, которым пользуетесь только вы или ваши близкие. Никто посторонний не имеет к нему доступа. Outline состоит из двух частей. Outline Manager– это программа для управления сервером на компьютере, и Outline Client– приложение для подключения на телефоне или компьютере. Главные преимущества Outline– полная приватность, только вы контролируете сервер. Высокая скорость, нет ограничений и лимитов трафика. Надежность. Используется современное шифрование Shadow SOX. Это протокол, который изначально создавался для обхода блокировок в странах с жестким интернет-контролем. Он маскирует VPN-трафик под обычный веб-трафик, поэтому его очень сложно заблокировать. Простота. Установка занимает буквально 10 минут. Экономия. Дешевле многих коммерческих VPN. Скачиваем оба приложения с официального сайта. Они нам оба понадобятся, но сначала идем в Outline Manager. На главном экране он предлагает несколько вариантов. Можно использовать встроенную интеграцию с DigitalOcean или Google Cloud, а можно настроить на любом другом сервере. Это мы и будем делать. Почему? Потому что к выбору того, где будет расположен ваш сервер, нужно подходить очень тщательно. Первое. Расположение серверов. Выбирайте страну, через которую хотите выходить в интернет. Если нужен доступ к европейским сайтам, берите сервер в Европе. Второе. Репутация компании. Избегайте провайдеров из стран с жестким интернет-контролем. Третье. Цена и характеристики. Для VPN хватит самого простого сервера. 1 гигабайт оперативной памяти и 20 гигабайт диска. Это стоит около $5 в месяц. Четвертое. Способ оплаты. Некоторые провайдеры принимают криптовалюту, что добавляет анонимности, и, конечно, далеко не все провайдеры работают с российскими банковскими картами. Сейчас фоном я показываю таких провайдеров, как Niyala и GreenHost, которые известны особым вниманием к приватности. Но в этом видео я не буду советовать хостинг провайдера. Во-первых, видео не про это. Во-вторых, вы выбираете сами, какой устроит по стоимости и комфортности работы под ваши задачи. Я покажу на примере одного из. Такие возможности будут у всех. Сначала выбираем точку выхода и заказываем самый простой сервер. В данном случае 1 гигабайт оперативной памяти, 20 гигабайт жесткий диск и 2 терабайта трафик. $5 в месяц. Операционная система Ubuntu. Тут плюс-минус все будет стандартно. Проверяем, нет ли платных доп. Функций. Например, здесь резервное копирование раз в неделю бесплатно, а вот раз в день уже извините. Все, осталось только оплатить. Сервер готов. Важно, это происходит не мгновенно. Какое-то время пройдет на его установку. Потом на почту я получил все важные данные – адрес, логин и пароль. У других провайдеров может быть по-другому. Теперь нам понадобится терминальный клиент – программа, которая позволит подключаться к нашему серверу. У большинства обзорщиков вы встретите MobaXterm. Коммерческий закрытый проект. Удобно и для работы достаточно бесплатной версии, но работает только под Windows. Я буду работать в Tebi. Полностью бесплатное и open-source решение, которое можно скачать на GitHub. Более того, это кроссплатформенная программа и работает на Windows, macOS и Linux. Запускаем главный экран. Идем в профиль и соединение, куда прописываем адрес нашего сервера. У меня он был в почте. Логин по умолчанию, но просит пароль. Он был там же, в почте. Вставляем его, и все. Подключено. Что можно сделать далее? Во-первых, избавиться от лишней инфы командой clear. Дальше важно поменять стандартный пароль. Так надежнее, и провайдеры сами настоятельно рекомендуют. Для этого вводим команду passwd и зададим пароль. Естественно, лучше безопасный, созданный с помощью генератора и сохраненный в менеджере паролей. Это так, просто оговорка. Все команды оставлю в описании к ролику. Дальше обновим списки репозиториев командой apt-update. Немного подождем и переходим непосредственно к установке Outline. Тут все максимально просто. Идем в менеджер и просто делаем то, что написано.
Копируем вот эту команду, вставляем ее в Тэби и жмем Enter. Далее будет выполняться много команд. В какой-то момент он попросит установить докер. На видео у меня не первый запуск, тут визуал может отличаться, но принцип тот же. Жмем команду Y, чтобы совсем согласиться. И все пакеты установлены. Главное, что мы получили заветную строчку, которая выделена другим цветом. Вот она-то нам и понадобится для Outline менеджера. Копируем, идем в программу и вставляем. Жмем «Готово». Вот и все. Теперь у вас есть список ключей. У меня много, потому что уже проделывал это. По умолчанию будет 1-2. Вы всегда можете добавить новый. Жесткого ограничения на количество нет, вы ограничены только возможностями своего сервера. Но минимального для родных и близких точно хватит. Ключи можно переименовать, удалить и установить лимит трафика. Как теперь ими пользоваться? Жмем на «Поделиться», и в окне откроется полная инструкция для тех, кто не устанавливал себе Outline. Как все сделать с чистого листа и где взять программы. Ну и сам ключ, конечно. Это можно скопировать и отправить. Ну а если уже установлено, мы же это сделали в начале видео, то копируем ключ, открываем Outline клиент, нажимаем на плюс и просто добавляем ключ. Подтвердить. И сервер сразу появляется на главном экране клиента. Жмем «Подключить» и все. VPN работает. Проверим на каком-нибудь сайте, который определяет эту информацию. Все верно, я в Техасе. Как и хотел. Вот так быстро можно сделать свой собственный VPN. Это довольно просто, но преимущества очевидны. Свой собственный сервис, приватность, скорость и даже стоимость, если сравнивать со многими платными решениями. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.